Представьте 2013 год. Кей-поп – это строгие правила, тотальный контроль агентств и полная зависимость от телевидения. И вдруг появляется группа из небольшой компании, которую почти никто не замечает. За несколько лет эти 7 парней не просто пробиваются наверх, они полностью меняют правила игры для всей индустрии. Мы с вами много раз обсуждали, что BTS проложили путь, но, возможно, кто-то из вас не знает, что именно они сделали первыми в кей-поп. BTS внесли колоссальный вклад в индустрию именно через структуру, подачу и доступность контента, фактически изменив правила игры для всех последующих поколений айдолов. В эпоху, когда они дебютировали, 2013 год, кей-поп-группы полностью зависели от традиционного корейского телевидения и жестких рамок сценариев. BTS же перенесли фокус на цифровые платформы и создали форматы, которые сейчас стали золотым стандартом индустрии. Вот ключевые инновации BTS в сфере контента. 1. Переход на собственное производство, домашний контент вместо ТВ-шоу. До BTS группы ходили на популярные корейские телепередачи Weekly Idol, Running Man, чтобы заявить о себе. Из-за того, что BTS в начале пути игнорировали крупные телеканалы, они начали снимать шоу сами. Популяризация концепта собственного реалити, проекты Run BTS, Bon Voyage и In The Soup доказали, что группе не нужны сторонние продюсеры и телеканалы. Они создали полноценные ТВ-форматы внутри своей компании. Сегодня абсолютно каждая кей-поп-группа выпускает свое еженедельное YouTube-шоу, например, Going 17, SKZ Code, Time to Twice, беря за основу структуру Run BTS. 2. Закулисный контент без фильтров. Эра Bangtan Bomb. До BTS компании тщательно оберегали идеальный образ айдолов, показывая их только в безупречном свете. Формат коротких влогов Bangtan Bomb они начали ежедневно выкладывать короткие, на 1-3 минуты неотредактированные видео из гримерок, коридоров мус-шоу и отелей. В них мемберы могли просто дурачиться, спать с открытым ртом или репетировать. Это разрушило стену между артистом и фанатом, создав сильный эффект присутствия. Сейчас бэкстейдж-влоги – обязательная часть контента любого кей-поп-релиза. 3. Вселенная BU, Bangtan Universe и трансмедийный сторителлинг. BTS первыми в кей-поп выстроили сложную сквозную сюжетную линию, которая вышла далеко за рамки обычных музыкальных клипов. Как это работало? Сюжет о путешествиях во времени, дружбе и ментальных проблемах начался в клипах эры HEYYH – The Most Beautiful Moment in Life. Затем он оброс текстовыми записками в физических альбомах The Notes, веб-комиксами, вебтунами, книгами и даже мобильной игрой. Итог – контент превратился в интерактивный квест для фанатов, которые годами строили теории. Этот подход полностью скопировали SM Entertainment с их вселенной Kwangya, а также группы вроде Stray Kids, TXT и ATEEZ. 4. Инновации в хореографическом контенте Dance Practices. Практики танцев существовали и до них, но BTS превратили их в самостоятельный вид контент-искусства. Тематические практики. Именно они популяризировали концепцию праздничных танцевальных практик, например, ставшие культовыми Halloween Dance Practices, где они танцевали сложнейшие хореографии в неуклюжих костюмах Белоснежки или надувных игрушек. Техническая съемка. Переход от фиксированной камеры к динамической съемке, когда оператор двигается вместе с айдолами, подчеркивая акценты, также стал стандартом благодаря их видео. 5. Документальное кино без глянца. Кей-поп-группы всегда выпускали концертные фильмы, но BTS изменили этот жанр, добавив в него предельную психологическую обнаженность серии Burn the Stage, Break the Silence. В этом контенте они открыто показывали слезы, жесткие ссоры за кулисами, панические атаки от усталости и моменты, когда им требовалась медицинская помощь, кислородные маски прямо во время концерта. Они легитимизировали разговоры о ментальном здоровье и трудностях айдолов в официальном видеоконтенте. 6. Глобализация прямых эфиров, платформизация. BTS стали главными драйверами платформ V-Live в прошлом и Weverse сейчас. Они первыми начали выходить в эфиры без предупреждения, макияжа и сценария прямо из номеров отелей во время мировых туров, чтобы просто поужинать перед камерой, серия стримов Eat Gin. Или запустить трансляцию посреди ночи, чтобы послушать музыку с фанатами. Они превратили трансляции из официальных интервью для фанатов в дружеские созвоны по FaceTime. Если говорить коротко, до BTS кей-поп-контент был телевизионным и продюсерским, а после них он стал цифровым, сериальным и максимально приближенным к реальности. Еще одно мероприятие – это Феста.
В таком масштабном понимании, как это делают BTS, фестивали в честь годовщины дебюта раньше никто не проводил. Конечно, группы первого и второго поколений, например, TVXQ, Super Junior, Big Bang, Girls' Generation, всегда праздновали день рождения коллектива. Однако до BTS этот формат существовал в виде классического фан-митинга или обычного праздничного торта на трансляции. BTS полностью перепридумали концепцию годовщины. Они превратили один праздничный день в двухнедельный цифровой и офлайн-марафон, где группа делает подарки фанатам, а не наоборот. Вот в чем уникальность формата феста, который BTS создали с нуля в 2014 году и который теперь копируют другие. Первый. Фестиваль длиной в 2 недели. Феста – это не разовое событие, а полноценный таймлайн, который публикуется в начале июня. Каждый день в течение 2 недель фанаты получают новый уникальный контент по расписанию, от архивных видео до новых треков. 2. Эксклюзивный бесплатный контент. До BTS никто не выпускал так много бесплатного материала к годовщине. В рамках феста группа традиционно дарит семейные портреты (Family Portraits), песни-подарки, например, Still With You Чонгука, Tonight Джина или Dang Рэп Лайна, архивные практики. 3. Кульминационный ужин Бантан Bangtan Dinner. Это часовое или 2-часовое разговорное видео, где парни собираются за столом, едят, выпивают и предельно честно обсуждают прошедший год, свои страхи, кризисы и планы. Именно на таком ужине в 2022 году они объявили о временном перерыве для ухода в армию. 4. Выход в офлайн городскую среду. Со временем феста переросла рамки интернета и превратилась в огромные городские фестивали при поддержке правительства Сеула. Как это повлияло на индустрию? BTS создали прецедент, показав, что годовщина – это не повод для фанатов покупать дорогие подарки айдолам, а повод для артиста отблагодарить фандом за преданность. Сегодня этот марафонский формат переняли многие группы. Stray Kids проводят свой Stay Week, Seventeen выпускают масштабный спецконтент, TXT устраивают Dream Week. Группа BTS стала также пионером масштабных платных онлайн-концертов во время пандемии. Их первое масштабное виртуальное шоу Bang Bang Con The Life состоялось 14 июня 2020 года. Концерт собрал 756 тысяч зрителей из 107 стран мира, что эквивалентно аудитории 15 стадионных шоу. Шоу вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый платный онлайн-концерт в истории. BTS действительно проложили новый путь. Они превратили кей-поп из далекого глянцевого телевидения в близкий, живой и искренний мир. Они показали, что можно быть успешным, оставаясь собой, и что настоящая связь с фанатами важнее идеальных образов. И я, как и многие, уверена, это еще не все. Впереди у них обязательно будут новые прорывы, в которых они снова окажутся первыми. Напишите в комментариях, какой пункт из этого списка вас удивил больше всего, или какой формат BTS вы любите сильнее всего. Если видео было полезным, ставьте лайк, делитесь с друзьями ARMY и подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Обнимаю всех ARMY. До новых встреч!